идеальный сигнал у нас сейчас на покупку на Мосбирже по алгоритму SMART. Это алгоритм, который находит поворотные точки на графике и делает это автоматически без участия трейдера. И мы видим в 10 часов 10 минут по акции Фосагро появился сигнал на buy. Давайте разберем, что этот сигнал из себя представляет. В первую очередь смотрим в подвал вниз. Наша гистограмма. Красный столбик упал ниже вот этого уровня, минус 89, и даже сейчас находится на отметке минус 100. Это первое условие. Второе условие, мы видим здесь ключевой уровень поддержки. Это 57.50. Если мы посмотрим налево, у нас тянется уровень, синий прямоугольник. Это второе условие. Третье условие, мы ждем TC Buy сигнал, стрелочный сигнал на покупку. Если этот сигнал появится, мы можем нажать Buy и ожидать движения в район 58.05, то есть вот сюда. То есть очень вероятно, что акции Фосагро вырастут, и это один из топовых сигналов здесь сейчас, который мы можем наблюдать на Мосбирже именно в этот промежуток времени. У нас также есть акция МТС и Башнефть, но эта акция выглядит наиболее предпочтительной. Почему? Потому что, посмотрите еще раз, да, смарт-осциллятор упал в пол, робот-советник говорит о том, что здесь все критерии совпали, чтобы покупать. Мы ждем подтверждения возле уровня TC Buy, открываем лонг, ожидаем движения вверх. Если мы более консервативные трейдеры, то мы не покупаем сразу, а ждем подтверждения, например, слабое дно. Естественно, когда мы ждем подтверждения, мы можем упустить очень быстрый разворот. Но с другой стороны, добавив еще один фильтр, мы можем немножко сократить количество убыточных сделок и таким образом вывести наш трейдинг на более качественный уровень. В общем, посмотрим, что будет здесь. Я ожидаю движения в районе 58.07, либо сразу, либо через паттерн. Стопы. Давайте разберемся теперь, как стопы ставить. У нас есть такой советник, который называется ATM. Это автоматический менеджер расчета объема и управления позициями. То есть он показывает и ставит точки выхода из рынка, ну и, соответственно, рассчитывает оптимальный объем. И если мы здесь нажимаем Buy, наши стопы уходят по волатильности, то есть робот берет среднюю волатильность за последние, скажем, 10 свечей и определяет число. Это число умножается на 3, и мы ставим стоп. Таким образом, если мы даже можем визуально это легко посмотреть, это в районе 20, да, около 15-20 пунктов. То есть наш стоп будет 60 пунктов от точки входа. 60 пунктов это аж вот сюда. Таким образом, наш стоп максимально, скажем так, в безопасности. Но нам не нужно его держать долго, далеко. Безусловно, такой стоп дает возможность цене немножко погулять вверх-вниз. Но когда цена пошла в нашу сторону, и, скажем, вот как сейчас приближается, можем немного его подвинуть. Первая зона, где мы начинаем действовать, это вот эта область. Видите, точки красные, это зона сопротивления. Поэтому если рынок сюда придет, то мы будем готовиться здесь уже в дальнейшем действовать. Безусловно, как я уже говорил неоднократно, бывает коррекция и формирование паттернов, слабое дно, например, или разворотное дно. То есть, когда рынок доходит до вот этого экстрима, отскакивает, и потом приходит и еще раз тестирует эту зону. Но по факту вход будет там же, только с дополнительным, скажем так, фильтром, да, с дополнительным условием. Ну и давайте подождем вместе с вами в реальном времени, посмотрим, что будет. Можно добавить сюда, например, еще одну позицию. Если рынок придет и протестирует, можно увеличить объем. Да, но обращаю внимание, что на неттинг счетах увеличение объема не очень удобное, потому что тогда позиции усреднятся. Если у вас хедж счет, ну, тогда, в принципе, здесь проблем никаких нет. Давайте понаблюдаем еще и заодно глянем Башнефть. Я не планировал покупать Башнефть, но давайте глянем, что там было. Сейчас я применю другой фон потемнее. Мы посмотрим с вами. И вот здесь очень яркий пример того, насколько эффективен этот алгоритм. Sell здесь, контур,
да, разворотный сигнал на продажу. Башнефть валится сразу на 2% за там, 10 минут. И затем разворотный buy, да, идеальная покупка. Но обращаю внимание, что здесь никаких подтверждающих сигналов нет. Да, вот если мы здесь рассматриваем buy по Башнефти, то здесь только сигнал нашего алгоритма. Да, мы видим здесь 10 часов 10 минут buy. 10 часов 10 минут, давайте глянем. Так, 10 часов 10 минут, да, вот здесь buy. Но если бы я видел эту ситуацию, я бы не купил, потому что у меня нет оснований, у меня уровень, во-первых, ниже, во-вторых, стрелочного сигнала здесь нет TC buy, да, который подтверждает вход, паттерна нет, просто рынок дошел и все, отскочил. Это периодически работает, но это не самый топовый сигнал, который мы можем торговать в контексте поворотных точек, поэтому здесь даже, скажем, мысли нет, чтобы купить, но я говорю, это работает настолько хорошо, что даже без особых подтверждений, да, мы можем видеть реакции, резкие движения. Но тем не менее, да, подтверждение и только после того, как робот нашел сигнал. То есть не мы сами смотрим, где там максимум, где минимум, а смотрит робот. Потому что если будем мы смотреть, то, скорее всего, мы притянем сделку за уши, и это будет менее объективно. Да, менее объективно. Давайте закроем Башнефть и посмотрим за Фосагро. Не супер волатильная акция, не сказать, что это топ, да, всея. И еще надо отметить, сегодня МТС активно гуляет. До этого вот здесь мы видели buy сигнал был. Если я перейду сейчас на 5 минутки МТС, вы это увидите. Вот здесь, видите, смарт-осциллятор упал вниз. Робот говорит buy МТС, это идеальная покупка. Прямо возле уровня, да, если мы посмотрим налево, у нас слева предыдущий уровень поддержки. Да, причем на 1-2 бара пробили, тут же вернулись обратно. Посмотрите, что делает МТС, 1,5% рост, и сейчас уже разворот. Видите, да, осциллятор уже на обратной стороне находится, и мы крайне вероятно можем предположить падение акций МТС в рамках вот этого коридора, и это очень здорово, потому что вы на все 100% объективно sell, buy, да, и очень точные входы. В общем, понаблюдаем за МТС. Я предполагаю, что будет падение как минимум на процент, может быть, чуть меньше, чуть больше. И посмотрим, будут ли здесь подтверждающие сигналы. Но еще раз, я неоднократно обращаю внимание, что порой мы видим настолько быстрые выстрелы в обратную сторону без подтверждения, вот как здесь, да, или вот как здесь сейчас потенциально, что кажется... Зачем мне подтверждение, да, зачем мне еще что-то ждать, я просто буду на максимумах заходить, на минимумах заходить. Это круто, но это может привести к очень высокой активности, да, и немножко будет страдать качество торговли. Поэтому я бы рекомендовал ждать подтверждения. Здесь мы видим, формируется паттерн вершина, да, и, соответственно, мы ожидаем падения точнее, МТС вниз, а рост Фосагро. Фосагро рост, МТС вниз. И это вот очень удобно. Ты садишься в 10 часов по Москве, если Мосбиржа, если это рынок Форекс или там золото, нефть, крипта, тоже примерно в это же время начинается активность, включаешь свой алгоритм и ждешь, где ситуация готова, и начинаешь работать. Все. И вот так каждый день одно и то же, один и тот же процесс. Не мучаешь себя, не находишься в стрессе каждый день, каждую сессию. Четко знаешь, что нужно делать. Мне кажется, это тот стиль торговли или тот способ торговли, к которому стремятся трейдеры. Да? Понятно, что многие приходят за каким-то развлечением или градусом, я не знаю, спортивным каким-то, да, интересом, там, чтобы какие-то американские горки были по эмоциям, вот им этого не хватает, драйва, возможно, какого-то. Но по факту профессиональный трейдинг — это такой очень скучный, монотонный процесс, где ты приходишь каждый день, делаешь одно и то же, и ты знаешь свое преимущество, знаешь, что работает, в каких ситуациях тебе действовать, где точки выхода из позиции, где точки входа в позицию. И вот в таком ключе мы работаем, да. И, конечно, сейчас в 2024 году и далее, я думаю, что это будет нарастать, использование роботов, даже не полностью, который автоматизирует, да, торговлю, когда ты ничего не делаешь, и робот торгует, открывает за тебя сделки. Нет, не обязательно. Я считаю, что есть и другая сторона роботов. Это вот как раз
возможность находить на огромном количестве рынков для нас возможности, а мы уже как трейдеры исполняем. Таким образом, автоматизация позволяет нам уйти от предвзятости в процессе анализа, да, в процессе сведения всех за и против сделки. А уже что касается исполнения, это позволит нам вручную открывать сделки, таким образом повышать свой класс, мастерство, умение читать график, потому что в моменте мы смотрим на ценовые паттерны, на price action, на определенные закономерности уже поведения цены. То есть как только робот нашел сигнал, дальше уже все. Нас интересует только поведение цены в наших ключевых уровнях. По факту нам больше ничего не интересно. И вот пока мы сидим, идут сигналы, мы видим, это, я уже забыл, это банк, не вспомню сейчас, МКБ. МКБ банк, здесь только что появился сигнал на sell, но на самом деле акции я не продаю, я только покупаю акции, поэтому меня интересуют в основном сделки на покупку. Я смотрю только, скажем, вот эти зеленые строчки, да, красные меня не очень интересуют. Но вот мы видим сейчас по МКБ появился sell сигнал, но тоже в воздухе, да, ни рыба, ни мясо, поэтому такой не очень интересен сигнал нам. А вот что касается Фосагро, пока мы ждем, мы видим, что рынок сформировал консолидацию. Давайте вот этот момент разберем. Вот про то, что я говорил, что мы повышаем свои навыки уже, когда есть готовая ситуация на рынке. То есть мы учимся читать графики. Вот если вы внимательно посмотрите, увидите здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Очень много, почти 10 минут рынок стоит в очень узкой консолидации. Эта консолидация пришла после вот этого бара. Это бар, который полностью зеленый, то есть у него нет хвостов, и он закрылся на своем максимуме, пробив несколько предыдущих уровней, да, несколько предыдущих свечей. И обычно после вот этого бара мы видим еще дальнейшее продолжение. То есть это хорошее место, чтобы, например, увеличить позицию здесь, или просто взять стоп и немножко подвинуть вообще вот сюда. То есть если вход здесь, то стоп уходит сюда в безубыток абсолютно смело, безо всяких переживаний. Потому что крайне вероятно, что мы видим еще один бар вверх. Вот такого плана, зеленый, естественно. То есть это то, чему мы обучаемся. То есть мы используем силу автоматизации для того, чтобы выявить возможности на рынке. А потом уже, когда дело касается исполнения, мы берем это на себя, потому что это как раз относится к нашим профессиональным задачам. Да? Открыть позицию, исполнить, дисциплинированно принять решение и постараться извлечь из этого прибыль. Вот и все. Смотрим на МТС, мы видим, рынок отскакивает. Крайне вероятно, да, что мы упадем на примерно 1% после сигнала, после экстрима осциллятора. Смотрим на левый уровень, 289, и ближайшая зона 286.60. Но еще раз, продажи не интересны совершенно, а вот Фосагро интересен. Причем мы не гонимся за тем, чтобы торговать много, торговать активно, торговать все подряд. Нам это не интересно. Мы вот сели, скажем, ну, с 10 до 11 по Москве там, или с 10 до полдвенадцатого, вот 1,5 часа. Все, что дает робот, мы торгуем. Да, я имею в виду то, что соответствует нашим критериям. Но обычно это 1, 2, 3 хороших трейда, идеальных трейда. Понятно, что если ты только покупаешь, то у тебя какая-то часть сделок отсеется. Вот, например, МТС, даже если она прибыльная, да, вот buy, мы видим, вот sell идеальный мы видим. И, в принципе, так тоже можно торговать, да, интрадей, без, скажем, фильтра направления, но я покупаю только акции. И валютный рынок тоже вам может быть интересен, как и на Мосбирже. Например, пары с юанем могут быть интересны. Или валютный рынок Форекс, я имею в виду Форекс, международный евро, иены, доллар, канадец, австралиец. И это везде один и тот же процесс. Абсолютно неважно, на каком вы даже таймфрейме будете торговать. Понятно, что торгуя интрадей вы за меньшее время зарабатываете больше. И меньше стресса, меньше риска, потому что чем дольше ты в рынке, тем больше риски. И когда сделка, например, растягивается на день, два, три, ну ты по факту находишься в рынке. То есть ты не можешь полностью абстрагироваться, ты волей-неволей наблюдаешь за ним, и это порой забирает очень много энергии. Но зависит от трейдера. У кого-то кто-то предпочитает стиль интрадей, кто-то стиль swing, да, когда сделка висит день, два, три. Ну, здесь, наверное,
уже индивидуальный момент, и я не буду давать оценку, какой стиль лучше. Я торговал и позиционно, то есть держал сделку несколько дней, даже несколько недель, торговал часовые, дневные графики, и потом уже без малого 5 лет прошло, как я перешел на интра-дей торговлю только, и понимаю, насколько это круто, насколько это удобно, когда ты там 1,5-2, может быть, 3 максимум часа торговал, зависит от сессии, да, и от вашего плана. И все, и остальное время свободно, ты больше к компьютеру не подходишь, больше за сделки не переживаешь, что там будет, кто там что сказал. И профита у тебя порой значительно больше, потому что как ни крути, какие бы ты таймфреймы не торговал, все равно все движения будут происходить в определенные часы интрадей. Да, это на открытии рынка, на новостях, и ты можешь также участвовать в этих больших движениях, при этом не находясь в позиции там сутки, двое, трое, четверо и так далее. Поэтому я нашел, что позиционная торговля для меня не подходит, это слишком энергозатратно. Сидеть в сделке, я не знаю, иногда сидишь день, два, три, четыре, он стоит, потом чуть пошел в твою сторону, проходит неделя, вторая неделя, на второй неделе он валится, да, например, и ты закрываешь сделку в лучшем случае по нулям, и ты все это время 2 недели просидел в одной позиции там или в двух. Но это не то, что я нашел для себя интересным. Вот поэтому я торгую только интрадей, но еще раз, все мои принципы, алгоритмы применимы и для ваших любимых графиков. Может быть, это час, может, это дневка, может, это 15 минут, вообще не важно. То есть я могу вот так, видите, да, робот стоит, я могу здесь перейти на любой таймфрейм, например, хоп, на час. Покажи мне, что сейчас на часовике, но на самом деле он сейчас вряд ли покажет, потому что еще часовая свеча не закрылась, а рынок полчаса как открылся, то есть еще полчаса надо подождать. Но мы можем на 15 минутке, да, например, посмотреть М15, и вот так, хоп. И сейчас робот покажет, есть ли подходящие развороты, надежные точки входа сейчас на М15. Да. Если есть, то мы их увидим, если нет, то, соответственно, значит их нет. И это мега круто, ты точно понимаешь, что можно торговать, а что нельзя торговать. Мы видим, что на М15 нет ничего, да, возвращаемся, одну секунду. Возвращаемся на М5 и остаемся здесь на М5. Можно на минутке, но на минутке будет очень шумно, поэтому я вам не рекомендую. Угу. Я нашел, что самые комфортные для интрадей сигналы приходят на М5 по этому алгоритму поворотной точки. И думаю, что для большинства трейдеров именно этот таймфрейм будет комфортным. Также мы с вами видим, у нас выше находится сканер трендов. Это совершенно другой робот-советник. Он торгует тренды. Точнее, не торгует, а находит ситуации. Это 2 в 1. Торговая система и робот-советник. То есть от торговой системы там все правила есть, да, прописаны все условия для, скажем так, квалификации хорошей сделки. А робот-советник, он берет просто эти условия и смотрит на всех вот этих рынках, которые есть, да, в обзоре, всех графиках, всех акциях или валютах. И когда находит соответствие, то тут же показывает, вот, например, ЛСР, полюс и самолет. Вот мы видим 3 акции, причем полюс падает уже несколько раз сегодня. Но еще раз, нас продажи не очень интересуют по акциям. Я один раз был в таких серьезных продажах. Это, я не знаю, торгуете ли вы рынок акций, это когда полиметалл падал очень сильно. Причем я его здесь не вижу. Надо, наверное, его в обзор добавить. Все, больше я не помню, чтобы я был в каких-то активных продажах рынка акций. И сейчас мы видим, да, вот sell-сигналы потрясающие, причем sell был здесь коррекция short, но это нам не интересно. То есть мы можем параллельно, например, торговать тренды и развороты, либо только фокусироваться на разворотных точках. Понятно, что разворотные точки лучше всего будут работать в условиях, когда рынок боковики, и эти условия смотрит смарт-сканер, то есть он не показывает вам всегда, да, когда осциллятор на экстриме, он показывает только тогда, когда эта ситуация, то есть экстрим осциллятора происходит во флете. Соответственно, вы не будете видеть часто, да, сигналы. Ждем. Мы видим, подходит к зоне без убытка наш FOS Agro. Да, причем бывает такое, что ты заходишь в рынок здесь, например, забрал пул
позиции, да, часть прибыли, или не стал забирать перевод без убыток, рынок пришел, ты вышел по нулям, и затем он сформировал для себя вот как раз то, про что я говорил, да, паттерн. Потому что иногда цена сразу летит, иногда она немножко идет, и потом приходит, тестирует поддержку. Вот если мы придем, здесь можно смело еще раз перезайти, да, либо если трейдер ждал паттерна, то он заходит здесь. Так или иначе, здесь вход вне зависимости от изначальной позиции, потому что мы хотим воспользоваться всеми шансами, которые дает нам торговая система, да, чтобы, например, покупать в поворотных точках, потому что рынок разворачивается всегда несколькими вариантами, да. Это вот важно понимать, потому что, поняв концепцию, как формируются, да, вот эти повороты на рынке, все становится ясным. После импульса несколько вариантов развития событий. Либо формируется V-образная форма, то есть когда рынок упал, дошел до некой точки и затем резко развернулся. То есть он, не останавливаясь, падал, и также пошел обратно наверх. Это называется V-форма, и она встречается примерно 20% времени. Это называется паттерн «бей и беги», да, когда обвалились и тут же развернулись обратно. И вот как раз вот этот TC, buy сигнал и экстрем осциллятора здорово помогают такие моменты цеплять. Но еще раз, всю эту картину мы хотим увидеть в боковике. Это очень важно. И робот как раз с этой задачей справляется. То есть он вам показывает, где вот это резкое падение случилось, но при этом оно произошло в консолидации. Угу. Вот это важный момент. Не просто все подряд вот эти падения, потому что если вы такое падение увидите в потоке, да, сильном, вы можете нарваться на еще более серьезно и потерять очень много денег. Поэтому здесь за счет алгоритма мы можем фильтровать сделки, действительно получать суперские сигналы. Еще один вариант разворота, это когда рынок, скажем, упал, затем мы видим реакцию, то есть вроде как пошел наверх, и потом пришел, протестировал, и здесь различные формы могут быть графических паттернов. Это двойное, слабое дно, разворотное дно, реже тройное дно. То есть это все, что относится к паттернам дно. И это тоже потрясающе работает. Таким образом, если мы покупаем здесь, мы гарантированно заберем вот этот моментум. Если мы покупаем здесь, и даже потом будет дно, мы можем все равно поучаствовать. Но если мы, например, вот как сейчас перевели без убыток, то здесь уже в этой точке, в точке 2, будет перезаход. Да? Это 1, это 2. То есть это 1, это 2. Угу. Вот и все. Есть еще другие варианты разворотов, но по факту вот это 2. V, двойное и тройное дно, и, соответственно, слабое есть дно, разворотное дно, но это все относится к паттернам дно. Да? Она просто чуть выглядит по-разному, да, это форма. А так это все дно, а это V-форма. V-форма. Все. И вот за счет этого мы ловим. То есть, поняв вот эту концепцию, вообще как разворачиваются рынки, ведь все, что мы хотим понять, и то, о чем я говорю на своих курсах, и на обучении по торговой системе, нас интересуют тенденции. Да? Тенденции. Тенденции — это есть закономерности. Закономерности вокруг индикаторов и price action. Индикаторов и price action, да, то есть ценовых паттернов. И все, что мы делаем как трейдеры, как профессионалы, мы отслеживаем закономерности наших индикаторов и наших паттернов. Все. То есть какая закономерность, когда я вижу, например, TC Buy на уровне Extreme и мой смарт-осциллятор красный столбик внизу. Обычно мы отскакиваем. Какая закономерность, когда я вижу эту же картину, и затем у меня появляется дно? Мы отскакиваем. То есть мы объединяем не только технические индикаторы, но и объединяем еще и price action, поведение цены. Таким образом мы получаем закономерности, и эти закономерности работают на нас, потому что средняя вероятность будет порядка 60-80% будем извлекать прибыли. Вот прямо сейчас мы наблюдаем с вами за Фосагро. Отличное место, чтобы открыть сделку на buy. Причем, давайте я вот это уберу и кое-что вам еще покажу. Смотрите, очень часто можно заметить следующую картину. Когда рынок пришел, например, вот первый отскок, потом еще раз пришел, протестил, и у тебя формируется еще раз вот такое дно. То есть такое вполне может быть, да, и это даже усиливает ситуацию. Что интересно, это дает очень короткий стоп, прям буквально вот у тебя стоп будет ультра-ультра короткий. Вот сейчас мы подождем и с вами будем тоже работать здесь. Смотреть в сторону лонг. Мы видим, МТС пока не торопится, и мы спокойненько дальше
наблюдаем. Причем двойное дно, которое качественное и имеет высокую вероятность отработки, оно обычно ровное. Вот как здесь, видите, мы протестировали, прям тик в тик до пункта левую-правую сторону. И то, что даже мы здесь ушли вниз, это ни о чем совершенно не говорит. Наоборот, это может привести к тому, что произойдет следующая ситуация. Когда рынок прорвал вниз, впустил других трейдеров, трейдеры подумали, что все, поддержка пробита, но они упускают ряд вещей. Во-первых, это экстремальное значение осциллятора, рынок вот на этом движении очень сильно растянулся. Это первое. Второе, как я уже сказал, уровень поддержки. Третье, симметричное дно. А то, что рынок чуть ушел ниже, но это ни о чем не говорит. Он может вот здесь уйти ниже, вот тут потоптаться и пошел. То есть не так мгновенно, да, немножко нащупать дно. Поэтому вот эти небольшие выпады ниже, они не являются какими-то, скажем так, отменяющими, да, сделку или какими-то страшными. Причем, если мы сейчас посмотрим снова на наш осциллятор, мы увидим, он опять туда ушел. Видите, столбик красный вообще на минимуме. То есть это все вам говорит о том, что рынок очень растянут, да, на 5-минутном графике. И теперь вам осталось найти подтверждение здесь, чтобы купить еще раз. Да, и вне зависимости от того, вы здесь купили или нет, заработали или закрыть без убытки, вообще не имеет значения. Да, мы дальше здесь работаем по Фосагро. Поэтому я не удивлюсь, если этот рынок сегодня вырастет и, возможно, придет к 5, вот мы говорили, 5807 где-то, да, зона. 5807, да, здесь есть небольшой уровень, это область. Если символ появился на смарт-сканере, это значит идеальная ситуация для покупки либо продажи. Да, мы как трейдеры уже фокусируемся на исполнении. И вот здесь, что мы можем заметить прямо сейчас, вот как раз к вопросу о price action, мы можем заметить здесь ценовой паттерн, который мы видели вот тут еще. Помните, мы говорили о том, что после этого паттерна рынок пытается двигаться выше. И вот мы снова видим этот паттерн, называется бар силы. Здесь он еще такой, имеет роль очищающего бар силы. Сейчас я расскажу, что такое. Во-первых, что такое бар сила? Бар силы — это самая длинная свеча за последние минимум 10 свечей, которая закрылась на своем максимуме. В идеале она вообще не имеет хвостов. И в данном случае мы говорим про зеленые свечи. И что здесь важно отметить, так то, что вот эта свеча еще пробила 1, 2, 3, 4, 5 предыдущих максимумов. И в этом как раз ее сила. То есть поэтому называется бар сила. Он самый длинный, и у него нет верхней и нижней тени. То есть, видите, полноразмерная свеча. И один из ключевых моментов, то, что мы вот этот коридорчик из 5 свечей тут же пробили на одной свече. И обычно происходит так. Либо рынок сразу растет, либо придет сюда, протестит на полпути и пойдет дальше сразу наверх. Вот в чем заключается как раз сторона исполнения, да, которая отвечает за чтение графика, price action, когда ты уже готовишься. То есть мы не пытаемся там на всех рынках пробежаться, тут поймать, тут найти сигнал, тут проанализировать. Мы зайдем с ума и никогда не будем эффективны. Робот это может спокойно делать, поэтому автоматизация как раз и нужна нам для того, чтобы уйти от предвзятости в процессе анализа, сфокусироваться на самых лучших возможностях и уже исполнить там, когда ситуация совпадет. И вот мы видим, Фосагро подрастает, да, крайне вероятно, что будет расти. Соответственно, от 57.60 покупка до как минимум 57.90. И опять, что здесь хорошо и что здесь круто, это стопы. Да? Стопы уходят всегда за баром силы, за минимумом, да, бара силы. В нашем случае это 0, скажем, 3% плюс-минус. Чтобы сделать 0,5, да, это очень хорошее соотношение для интрадея. Вообще, любое соотношение от 1 к 1 до 1,5 это хорошее соотношение. В книжках, в различных источниках трейдеры могут встретить информацию о том, что ставь 10 к 1 будешь зарабатывать. Я, честно, не видел ни одного профессионального внутридневного, особенно трейдера, который бы зарабатывал, ставил бы 10 к 1, там 3 к 1 даже. Большинство трейдеров, вот, наверное, 90%, кто реально занимается трейдингом, реально торгует, зарабатывает деньги, эти трейдеры используют соотношение 1,5 в среднем у них. Take profit к стоп-лоссу. Вот эти вот мифы, которые часто да,
скажем так, нам рассказывают в книжках. Может быть, они актуальны для какой-то там долгосрочной торговли, инвестиций, но точно не актуальны для интрадея, потому что в интрадей рынок так не ходит, чтобы там было 5 к 1, 10 к 1. Отдельные эпизоды бывают, и для этого у нас есть инструменты, которые позволяют поймать вот эти эпизоды, вот эти большие тренды, но в большинстве случаев мы ориентируемся на базовый тейк 1,5. Плюс-минус, да, чуть больше, чуть меньше, бывает 2 к 1, безусловно, бывает там чуть меньше, чем 1,5. Но не в этом соль. И, соответственно, если мы здесь купили на баре силы, скажем, 0,5% пусть будет, даже не пол, чуть меньше, 0,3-0,4%. Здесь мы уже в этой области готовимся забирать часть позиции, либо есть другой сценарий, мы переводим без убыток. Да? Но проблема в том, что вот здесь тебе рынок дает прибыль, в принципе, прибыль хорошая, ты здесь можешь не закрыться, и рынок вернется, и ты выйдешь по нулям. Да, здесь тоже важно этот момент учитывать. Понятно, что Фосагро — это тот символ или тот рынок, который не обладает большой ликвидностью, волатильностью, да. Там не так много трейдеров. Мы можем этот символ вообще убрать из нашего репертуара. Да, вот Фосагро, я могу отсюда вообще его из обзора рынка удалить, и робот его просто видеть не будет и смотреть не будет. Соответственно, и торговать я его тоже не буду. То есть мы сами можем выбрать рынок, на котором нам торговать.